Всем привет! Мы продолжаем серию видеороликов под названием «Трудяги», где мы с вами рассматриваем различные автомобили, трудившиеся на дорогах Советского Союза. И сегодняшняя тематика внедорожники. Покажу вам журнальные модели, которые есть в моей коллекции. И у меня собраны далеко не все джипы, которые выходили в журнальных сериях «Автомобиль на службе», «Автолегенды СССР». Эти модели покупал выборочно, поэтому некоторые культовые автомобили, к сожалению, сегодня показать не удастся. Также есть два исключения. Это военная техника, просто не знаю, в какую рубрику эти машины поставить, но так как это полноприводные автомобили, они тоже войдут хорошо в данную рубрику. Первая машина водоплавающая ГАЗ-46. Очень хорошая масштабная копия, и она вышла в серии «Автолегенды СССР». И, к сожалению, у этой модели оплавились обода колесных дисков, но не критично, покрышки уже затвердели, больше не выделяют пластификатор, и не стал менять резину и колесные диски на этом автомобиле, а оставил его в первозданном виде. И для журнальной серии у этого автомобиля вполне хорошая детализация. Много мелких деталей, более-менее хорошая покраска. Конечно, встречаются криво установленные детали, также пятнышки клея на самых видимых местах, но, повторюсь, эта модель вполне стоила своих денег. И у автомобиля пластиковый верх, а корпус сделан из металла. Но, конечно, этот автомобиль опускать в воду, я думаю, не стоит, потому что он быстро утонет. Также присутствует осветительная техника спереди, правда, у меня с водительской стороны фара установлена не очень аккуратно, и довольно ажурные пластиковые стеклоочистители. Салон из черного пластика, окрашенного в массе, при желании можно окрасить сиденье, панель приборов, рулевое колесо, и на задней части установлена запаска, и также другой инвентарь для буксировки автомобиля, и, скорее всего, это домкрат. И присутствует также грибной винт, но это довольно примитивная деталь, она тоже из черного пластика. И следующий автомобиль это ГАЗ-67Б. Тоже вполне хорошая машина, и мне не очень повезло конкретно с этой масштабной копией, потому что один диск был поврежден, и он стоял сзади с левой стороны. Я его поставил вместо запаски, не стал приклеивать, и думал, найду ему замену, но до сих пор не нашел подходящего колесика. И также отсутствовала рукоятка переключения коробки передач. Пришлось изготовить ее заново, а в других аспектах это вполне хорошая модель. У нее снимается пластиковый верх, он сделан довольно примитивно, но тем не менее. И вот так выглядит автомобиль изнутри. И еще странный момент, то что колесные диски другого оттенка, чем корпус автомобиля. Можно было подобрать пластик такого же цвета. И такая модель также, по-моему, выпускалась у производителя «Наш Автопром», и она была чуть лучше в плане передачи образа прототипа, но модельку от НАПа я не приобретал в свою коллекцию. И теперь давайте перейдем к гражданским машинам. Первый автомобильчик марки ЛуАЗ. В классическом песочном цвете. Это машина из серии «Автолегенды СССР». И у меня в коллекции три таких ЛуАЗа. Второй в темно-зеленом цвете из румынской журнальной серии, если не изменяет память. И также есть польский вариант, тоже песочного цвета, только у него другие регистрационные номерные знаки. И эта модель тоже с дефектом. Есть какой-то кусочек под лакокрасочным покрытием, и уже не стал его зашлифовывать, потому что придется перекрашивать автомобильчик. И если модель стоит на дальней полке, то этот дефект не сильно бросается в глаза. А так это вполне хорошая масштабная копия. И помимо журнальной серии, такие ЛуАЗы изготавливали только мастерские. И цена на эти модели была значительно выше, чем у промышленного китайского аналога, а модель в плане проработки не намного копийней. И интересно то, что верх у этих моделей пластиковый, и сама деталь прозрачная, и просто ее окрашивают в бежевый или в темно-зеленый цвет, а окошки, видимо, заклеивают и потом убирают скотч, и получаются прозрачные детали.
И у этой модели вполне хорошая проработка ходовой части, только есть один момент, который мне не очень нравится даже на моделях от более дорогих производителей. Это крепежные отверстия, идущие строго по центру, и они разрезают узлы автомобиля, в данном случае карданный вал. Тоже можно было их или совсем не делать, потому что модели поставляются в блистерах, или располагать в других местах, например, по бокам. Ну, вот такой автомобильчик. И у него вполне хорошие покрышки и колесные диски. Покажу вам еще один ЛуАЗ, только зеленого цвета. И эта модель мне нравится больше. Она аккуратней собрана и покрашена. И ЛуАЗики мне запомнились как в бежевом цвете, так и в темно-зеленом. И у нас были зеленые машины, правда, по городу они передвигались очень редко и в основном использовались в селах. Задние фонари из красного пластика, окрашенного лаком. И модели не сильно отличаются друг от друга. Только здесь номера, а на модели из российской серии табличка с надписью ЛуАЗ. И эти модели стоили относительно недорого, поэтому взял и зеленый, и песочный вариант в свою коллекцию. И на зеленом мне нравится, как сделана светотехника. Не так бросаются в глаза черные точки, как на песочном варианте, но у этой модели почему-то не обозначили габаритные огни, а на песочном они выделены белой краской. Но опять же, можно сделать самостоятельно доработки, это не такая большая проблема. Следующий ЛуАЗ в синем цвете. Этот автомобиль называли «Волынь». Тоже довольно забавная машинка. Она в плане качества сборки не самая лучшая. Криво установлены зеркала заднего вида. Также не очень аккуратно установлена решетка радиатора. Но покраска более-менее нормальная. И нету видимых пятнышек клея. И ранние журнальные модели были вполне хорошие. У них была богатая детализация для автомобилей из этой ценовой категории. А потом, конечно, пошли сильные упрощения и очень много брака. И я перестал собирать российскую журнальную серию после 100-го выпуска. Изредка покупал некоторые модели, в основном как доноров запчастей, когда их распродавали, была хорошая цена, и уже неоднократно говорил, журнальные модели хороши тем, что можно использовать детали при ремонте других автомобилей, например, старых советских масштабных копий. Правда, не все. Опять же, нужно подходить к покупке этих автомобильчиков очень выборочно. Следующий ЛуАЗ уже военный. Это водоплавающая машина, тоже довольно необычная. И, по-моему, помимо журнальной серии, такой автомобильчик промышленным способом больше никто и не выпускал. Да, были модели ручной работы, но это уже другая ценовая категория и немножко другая аудитория. И модель довольно тяжелая, у нее массивный металлический корпус, несмотря на то, что она выглядит не такой крупной, как обычный ЛуАЗик. Вот этот автомобильчик намного легче, чем военный экземпляр. Следующий автомобиль — это полноприводный «Москвич». И также в рамках журнальной серии выходил автомобиль с кузовом типа «Универсал», тоже полноприводный, если мне не изменяет память, но ту модель уже не покупал в свою коллекцию. И на этом автомобиле я поставил харьковские покрышки, чтобы оригинальные не оплавили колесный диск. И модель тоже вполне симпатичная, хороший темно-зеленый цвет. И многие люди покупали несколько таких автомобилей, переставляли днища на другие модификации и получали разнообразные масштабные копии в своей коллекции, но я купил только один вариант. Эти модели я покупал в киосках за 320-340 рублей. И рекомендованная цена поначалу была, по-моему, 270 рублей. И на журналах она была написана. Далее следует «Москвич», «Джип». И эта модель не попадает в 43-й масштаб.
она где-то в 40-41, чуть крупнее. И если держать эту масштабную копию отдельно, то никаких проблем нет. А если поставить ее рядом с Нивой, то, конечно, этот автомобиль намного крупнее. И почему-то у этого внедорожника побелел капот и окантовка лобового стекла. Это пластиковые детали, и странно, эта масштабная копия у меня хранится в запечатанном блистере в коробке. И окрасил замочки на капоте и выхлопную трубу. А других улучшений на этой масштабной копии я не делал. И впоследствии уже купил вариант от Pro Model. Эти машины оставил как частичку истории. Москвич 2150, если не ошибаюсь, эта модель уже лучше. И проработка лучше, и она, по-моему, более-менее в масштабе. Окрасил на колесных дисках винты черной краской, также глушитель и установил регистрационные номерные знаки. Можно еще окрасить салон, но уже не хочу заниматься доработкой этой модели. Если делать различные улучшения, то лучше брать сразу несколько автомобилей, чтобы был меньше расход краски и не занимало много времени на чистку кисти и других приборов. А так ради одной масштабной копии не хочется тратить время. Следующий автомобиль — это ВАЗ. Река, и уже говорил, у меня нету классической Нивы из журнальной серии «Автолегенды СССР», и видел, сейчас в Европе продается Нива от East Models и, по-моему, от XO Models, но нету смысла покупать ее в свою коллекцию. Достаточно старой саратовской модели, у нее открываются дверцы, поворачиваются колесики, а подобную Ниву китайского производства, возможно, куплю по случаю, а так за ней гоняться не вижу смысла. И у этого автомобиля тоже покрышки оплавили обод колеса, но не критично, поэтому не стал их демонтировать. И у журнальных моделей как-то покрышки начинают оплавлять колеса в течение 2-3 лет, а потом они затвердевают и уже не идет реакция дальше. Правда, если диск уже оплавлен, то он становится мягким и не твердеет по прошествии времени. У меня до сих пор где-то лежат колесики от Волги, и они до сих пор не затвердели, и по большому счету на выброс я оставил их ради эксперимента, но пока что никаких улучшений нет. Тоже вполне хорошие задние фонари, вместо регистрационных номерных знаков таблички ВАЗ. И подобных автомобилей вживую я ни разу не встречал. И у нас тоже не было таких военных Нив. Возможно, в России они где-то попадались. Следующий автомобиль — это УАЗ. Тоже довольно необычный, вполне хорошая масштабная копия. Поставил харьковские покрышки, чтобы сохранить оригинальные колесные диски. И эта модель вполне хорошая по уровню проработки и нормальное качество покраски и сборки. Можно сказать, с этим УАЗиком мне повезло. И автомобиль выглядит довольно необычно, он крупный и тяжелый. У него металлический корпус и пластиковый тент. Следующий автомобиль — это классический УАЗик. И эта модель изначально была в варианте военной автоинспекции. Покупал несколько УАЗиков как доноры запчастей. Просто убрал декали, мигалку с крыши и перекрасил тент. И он у меня загрунтован. Думал его покрасить в черный цвет, но оставил в таком темно-сером. И мне в комментариях писали, что, возможно, таких светлых тентов не устанавливалось на эти автомобили, но уже не стал его перекрашивать. Возможно, если попадется темный грунт, еще раз покрою тонким слоем, чтобы он выглядел чуть темнее. И это вполне хорошая масштабная копия, особых нареканий к ней у меня нет. Хорошо проработана ходовая часть, можно окрасить выхлопную систему, хорошие колесные диски, более-менее нормальные покрышки. И на некоторые УАЗики я ставил харьковскую резину, на некоторых оставлял оригинальную. И на этих моделях я не наблюдал оплавления колесного диска, только был случай
с микроавтобусом из серии «Автомобиль на службе». Там автомобиль был, по-моему, аварийный, желтый, с красными дверцами, и на одной модели я заметил, что краска начала слезать с колесного диска. Еще один точно такой же УАЗик, только в другом варианте окраски, и это модель из европейской журнальной серии, и как раз вы можете посмотреть, как отличается харьковская резина от оригинальной. Издалека покрышки абсолютно идентичны, но если присмотреться, у харьковской резины прекрасная боковая маркировка. И протектор сделан очень хорошо. Но это довольно дорогие покрышки, и, конечно, не напасешься финансов на доработку абсолютно каждой журнальной модели. Я поначалу переставлял покрышки, окрашивал салоны, задние фонари, а потом уже, еще раз повторюсь, забросил это дело. Не стоит овчинка выделки. Следующий УАЗик в варианте «Милиция», тоже вполне хорошая масштабная копия. И у меня два таких УАЗика. К сожалению, первая модель почему-то с дефектом раздула боковую стенку. И на этом джипе я поменял днище от варианта военной автоинспекции, потому что изначально на этой модели неправильно был сделан передний мост. И также сточил столбик в заднем отсеке, потому что он тоже портил вид. Установил регистрационные номерные знаки, антенку на крыше и противотуманные фары. Тоже вполне хорошая модель. И также в рамках серии «Автомобиль на службе» выходил полицейский вариант в белом цвете, но его не стал покупать в свою коллекцию, потому что когда модель была в продаже, я не мог ее приобрести по неуважительной причине, а впоследствии у нас на эту модель задрали такую цену, что попросту не было смысла ее покупать, что-то около 40 евро. За 40 евро я лучше куплю модель от AutoArt или Mini-Champs. Следующий ГАЗ, тоже очень симпатичный. Это модель из европейской журнальной серии в довольно насыщенном темно-зеленом цвете. Тоже поставил харьковские покрышки. Доработок на этой модели я не делал. И еще один ГАЗ в варианте автомобиля для очистки дорог. Тоже довольно необычный, симпатичный автомобиль. Присутствует отвал. Также что-то похожее на щеточку. И помню, когда эта модель была в новинку, штудировал форум, и там многие люди делали улучшения на этих автомобилях, срезали пластиковый валик и вставляли щеточку, которая продавалась в различных магазинах. И получался тоже довольно интересный вариант, но свой автомобиль я не дорабатывал. И покажу вам УАЗ в варианте военной автоинспекции. Как раз из этой модели сделал гражданский вариант. Очень хорошая мигалка на крыше. И, по-моему, как раз с этого варианта мигалку я поставил на ГАЗ-24 «Волга», тоже в варианте военной автоинспекции, потому что у нее была изначально точно такая же мигалка, но на масштабной копии вариант был без хромированного ободка и выглядел не так нарядно. А других отличий у этого УАЗика нет. И последняя машина на сегодня – это пожарный автомобиль, тоже на базе ГАЗ-69. Хорошая масштабная копия, довольно много мелких деталей. Поставил харьковские покрышки, серебристой краской окрасил вентиль на заднем левом крыле и окрасил выхлопную трубу. И у меня тоже было несколько таких внедорожников. Одна из моделей была с погнутой задней частью, как-то показывал ее в одном из старых видеообзоров, и поэтому пришлось купить еще один автомобильчик, более аккуратный, и его уже поставил на полку. Вот такая небольшая коллекция советских внедорожников, которую я хотел вам показать в рамках сегодняшнего видеоролика. Если он вам понравился, не забывайте поддержать видео лайком, оставьте ваш комментарий, вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные копии из моей коллекции. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!